Друзья, всем привет! С вами, как всегда, Павел Сидорик, канал о ремонте и отделке. Проект «Переделка хрущевки от А до Я». И в этой серии я буду делать оконные откосы. Я покажу несколько хитрых приемов, которые позволят вам сделать эту работу быстро и качественно. Мне нужно сделать откосы двух окон в комнате и на кухне. Входную дверь я уже сделал, перед тем, как наклеивать арт-винил на стену. Стена кирпичная и довольно-таки широкая. Сверху бетонные балки. На кухне все то же самое, только меньше размер окна. Материалы. Из материалов мне понадобится прежде всего это гипсокартон. Я купил гипсокартон Gyproc Aqua Optima, влагостойкий, 12,5 мм. Что нужно учитывать при покупке гипсокартона? Во-первых, в зимний период рекомендую покупать гипсокартон в магазинах, где он хранится в нормальных условиях. Если гипсокартон хранится на улице, а он у многих продавцов хранится на улице, то он по-любому набирает влагу. На месте в магазине его можно сразу порезать в нужный размер и замотать пленкой, так, чтобы он влазил в легковую машину. Это можно сделать самостоятельно или вам могут помочь сотрудники магазина. Такой прием позволяет вам сэкономить на грузовой машине, а также вы сами сможете поднять его на объект. В Минске Gyproc продается в магазине Мостак, который находится на Кольцевой. Важно понимать, что не весь гипсокартон одинаковый. Есть нормальный жесткий, который я купил, и мягкий, который не рекомендую. Вот простой пример. Этот кусочек листа я использовал в технических целях. Подкладывал под радиатор во время покраски. Он в таком положении уже стоит 4 дня. И он ровный. О чем это говорит? Это говорит о том, что он держит форму, что он жесткий. Если бы это был мягкий гипсокартон, он бы уже погнулся и стоял бы как лук выгнут. А этот стоит ровный. Соответственно, если его прикрутить к потолку, к профилям, он не провиснет. Клей для гипсокартона Baugips Fix. Не путайте с гипсовой штукатуркой, он другой. Более липкий и фиксирует гипсокартон в нужном положении. Через некоторое время моментально застывает. Позволяет делать бескаркасный монтаж гипсокартона. Монтажная полиуретановая пена Hardy Profi. Компания ABC Farben прислала мне эту пену на тест. Я уже покрасил батареи их красками и скажу вам, что был впечатлен. Закрасил за один раз горячий радиатор. Надеюсь, что пена тоже будет хорошего качества. Боковой опорный мебельный щит толщиной 20 мм. Ну и всякая мелочевка для моих хитрых приемов. Фанера, кусок арт-винила, саморезы, двухсторонний скотч, клинья. Инструмент. Стандартный набор, рулетка, карандаш и нож для того, чтобы резать гипсокартон. Уровень. Лучше всего, конечно, чтобы был лазерный уровень, но можно обойтись и обычным. Если у вас есть и тот, и другой, это лучше всего. Также пистолет для пены. Нужен обязательно пистолет, потому что если вы будете запенивать не профессиональной пеной, а через трубочку, то тогда, скорее всего, что ваши откосы пораздувают. Очень важно распенивать пеной, которая под пистолет, и через профессиональный пистолет. Дальше миксер для того, чтобы замешать гипсовый клей, емкость любая для замеса клея и шуруповерт. Шуруповерт можно опять же заменить отверткой, но так как в принципе я работаю в отделке, у меня нужный инструмент весь есть. Все откосы по ширине 30,5 см. Этот момент я контролировал при установке окон. Горизонтальные откосы станут нормально, слой клея будет не очень большой. Где-то гипсокартон будет и совсем впритык, а вот сверху слой клея будет большой. Здесь откос будет сделан из дубового мебельного щита толщиной 20 мм. Он будет выполнять функцию откоса и одновременно опора для подоконника. Хотя подоконник в принципе стоит крепко, вот я сейчас полностью на него опираюсь.
С другой стороны, у подоконника достаточная опора за счет стены. На кухне подоконника не будет, вместо него я потом установлю столешницу. Она будет заходить под окно и торчать на 60 сантиметров. Также я ее вмурую в стену с одной и с другой стороны. Приступаю к работе. Прежде чем приступить к основной работе, нужно заклеить подоконник, который я делал в прошлой серии, ну и соответственно радиаторы. Для заклейки использую ленту ПВХ, которая не оставляет следов от клея на подоконнике, и пленку. Есть еще одна небольшая проблемка. Здесь стык двух балок, и между ними щель. Вот я прям чувствую, как оттуда дует воздух. Есть где-то выход на улицу. Поэтому эту щель надо очистить от извести и хорошенько запенить. До этой работы я грунтовал откосы уже 2 раза, поэтому просто из краскопульта сбиваю водой пыль. Перед использованием баллон надо хорошенько встряхнуть, так выйдет больше пены. Запениваю щель. Сразу решил сделать тест пены, чтобы посмотреть, насколько она расширяется. Установка мебельного щита. Мебельный щит заказывал с запасом, для того, чтобы его потом на месте подогнать по высоте после установки подоконника. Для подгонки использую ручную циркулярку, уровень и струбцину. Щит ставлю просто на пену. Снизу подпираю пластиковыми клиньями. Откос из мебельного щита я сделал временно. Когда я буду укладывать напольное покрытие, я, скорее всего, оторву его и переставлю таким образом, чтобы он стоял на напольном покрытии, чтобы не обходить его плинтусом. Здесь я просто запенил все на пену. Замазывать не буду. Когда уже буду укладывать напольное покрытие, тогда переустановлю и замажу. А так он будет пока просто как опора для подоконника. Резка гипсокартона. Предварительно при помощи рулетки снимаю сразу все необходимые размеры и записываю. Затем по снятым размерам вырезаю куски гипсокартона.
Гипсокартон режется при помощи обычного малярного ножа и направляющей. В этом году состоится первая всероссийская DIY премия. Будут выбираться лучшие блогеры. Победителей выбираете вы, зрители. Голосование происходит на сайте. Премию организовывает компания «Все инструменты» и такие известные бренды, как Makita, Bosch, Rexant, 3M, Ombra, Fiskars, Titan, Kercher. Представлены такие номинации, как самоделки, лайфхаки, автомастер, девушка DIY, строительство, ремонт, это моя номинация, работа с деревом, работа с металлом, загородная жизнь, DIY Instagram. Я номинируюсь в категории ремонт, так что все, кто болеет за меня, обязательно голосуйте. Ссылка будет в описании и в закрепленном комментарии. Один из хитрых приемов – это приклейка к раме опорных элементов для гипсокартона. Это может быть любой материал, в моем случае хорошо подошел арт-винил. Нарезаю квадратики, при помощи двустороннего скотча склеиваю между собой. Главное, чтобы сторона, куда будет опираться гипсокартон, была ровной. Затем на двусторонний скотч эти квадратики я приклеиваю к раме по лазерному лучу. Если рама стоит по уровню, можно просто отмерить необходимое расстояние линейкой. После того, как я нарезал гипсокартон, у меня остались длинные тонкие полоски. Это заводские края, которые я обрезал. В целях экономии эти полоски я решил приклеить на верхний откос, так как там получается слишком толстый слой клея. Замешиваю небольшое количество клея, нужное для этой работы. Ляпами наношу клей на полоски и приклеиваю к откосу. Сразу запениваю пустоты. Для второго хитрого приема мне понадобятся полоски тонкой фанеры. Эти полоски при помощи подручных материалов я приклеиваю на краю откоса. Гипсокартон вырезается с запасом, не вровень со стеной. Он должен торчать на несколько сантиметров. Вот эти приклеенные квадратики будут выполнять роль опоры. Вот эти горизонтальные квадратики, их можно не клеить, я просто приклеил в целях эксперимента. По ним я буду ориентироваться, насколько у меня ровно стоит гипсокартон. Ну и еще плюс, если я здесь запеню, то гипсокартон будет упираться в упор и пена не раздует его. Фанера приклеена для того, чтобы не делать подпорку. Когда я приклею гипсокартон, он начнет посередине провисать, так как у него не будет в этом месте опоры. И я смогу через него саморезами подтянуть его до нужного уровня. Монтаж гипсокартона. Самый простой способ у гипсокартона сделать ровный край – это потереть его об пол. В идеале, если сделана стяжка. Сразу же ставлю стрелку направления к раме.
Для того, чтобы лучше было видно, приклеиваю просто малярную ленту. Я обычно всегда стараюсь сделать разворот где-то примерно с отклонением в полсантиметра на длину откоса. Для этого черчу линию, опираясь на стену, здесь ставлю метку. И здесь вот отступаю полсантиметра. Вот моя точка. Дальше просто подставляю стол, ставлю лазерный нивелир, включаю луч и ставлю луч таким образом, чтобы он проходил через эту точку. По нему я буду выставлять гипсокартон, ориентируясь на лазерный луч. Лазерный уровень значительно упрощает монтаж откосов, а также они получаются ровнее. С этой стороны делаю то же самое. Если на окне нет подоконника, как у меня на кухне, то можно подставить лист гипсокартона и произвести необходимую разметку. Замешиваю уже большое количество клея. По консистенции главное, чтобы он держал форму и не стекал. Наношу ляпы клея на откос. Сколько наносить, можно контролировать по лазерному лучу. Приклеиваю гипсокартон и выставляю край листа по лучу. С внутренней стороны гипсокартон упирается в квадратик, а с внешней край выставлен по лучу. Все это делается очень быстро и просто. Эту же процедуру выполняю на всех вертикальных откосах. После того, как клей схватился, запениваю все пустоты в откосах. Получается, что откос будет полностью заполнен, и там не будет пустоты. Приступаю к монтажу горизонтальных откосов, выставляю лазерный луч. Для монтажа верхнего откоса лазер ставлю на штангу. 0 – это уровень приклеенных квадратиков, а луч будет на полсантиметра выше, по нему я выставлю край листа. Наношу клей ляпами на основание. Количество контролирую по лучу. Теперь можно приклеивать лист. На порезанный кусок наношу контактный слой из клея. Начинаю приклеивать лист, и тут у меня происходит небольшая авария. Отрываются квадратики, которые я приклеил к раме. Не очень качественный двусторонний скотч. По краям вкручиваю саморезы для упора. Дальше к фанере через гипсокартон прикручиваю саморезы, чтобы выровнять лист по лучу.
Особенно удобно прикручивать площадку из гипсокартона вместе с саморезом. Затем я переставил луч на уровень квадратиков, для того, чтобы все приклеить заново и поправить гипсокартон. Самая главная работа сделана. Все стоит по уровню. Теперь надо подождать, пока схватится клей для гипсокартона. Все то же самое проделываем с окном на кухне. Теперь можно запенивать верхний откос, но важно оставить место для того, чтобы замазать все штукатуркой. Кстати, по тесту пены. У нее маленькое вторичное расширение. Она однородная и плотная. В общем, нормальная пена. Если во время монтажа вы передавили гипсокартон, то можно сделать такую штуку, как у меня из подвеса. Дальше замазываю все штукатуркой с запасом. Замазывать в ноль нет смысла, так как штукатурка втянется. Лучше, когда она схватится, ее подрезать. Верхний откос застыл, поэтому все откручиваю. Приступаю к подрезке. А теперь самый последний этап. Обрезаю малярным ножом по стене гипсокартон. Лезвие длинное, опирается на стену, и гипсокартон отрезается по плоскости. Углы получаются очень качественные. Ну что, откосы готовы. На мой взгляд, это самый оптимальный способ монтажа откосов из гипсокартона. Получается точно и аккуратно. Всем спасибо за внимание. Если вам было интересно, то, конечно же, ставьте лайк, подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Всем хорошего настроения и обязательно проголосуйте за меня на премии. До новых встреч!
Know you've been a good friend, and that's in the thick and thin.